Друзья, я набираю новую группу на курс «Морской пейзаж». У него очень хорошие отзывы, и те, кто его прошел, шагнули вперед в понимании живописи. Это очень отрадно, для меня это прям счастье. На сайте размещены отзывы участников. Я хочу показать некоторые работы, и сами убедитесь в действенности подхода, метода, который я предлагаю. На курсе мы работаем над одним пейзажем, но в разных исполнениях. Сначала мы рисуем, отрабатываем перспективу. Этот урок на сайте выложен в бесплатном доступе. Вы можете с ним познакомиться и порисовать все эти точки схода, найти, как правильно построить, просто поупражняться в перспективе. Потом мы делаем гризаль. Это черно-белая вариация пейзажа, чтобы разобраться в тоне. Потом мы делаем подготовительный эскиз, потом основную работу и потом творческие работы. Творческие – это уже из области фантазии, большего включения, такого свободного письма, когда все понятно, когда тональные связи понятны, разобраны, и тут уже можно включить на полную все свои ощущения, эмоции, экспрессию и предложить несколько вариантов творческих решений на маленьких форматах. Курс очень интересный, он с обратной связью, то есть каждый урок я проверяю, выставляю оценки, и вы двигаетесь дальше. И плюс большой, новинка для тех, кто приобретет расширенный пакет вот с обратной связью, вам придут в письме ссылки на закрытые группы в телеграм-канале. Это дневник открытий, который развивается и пухнет благодаря вам, нам всем. И группа «Мастерская» в Телеграме, где мы все варимся и делимся своими работами, наработками, этюдами, эскизами, обсуждаем. Это очень интересная группа, она бурлит. Включайтесь в команду, заходите на сайт и смотрите первый бесплатный урок. Геогеолот. Белила – это яд живописи. Цвет слоновой кости не такой вопящий белый. А если нужен холодноватый цвет взять, вот как вы из цвета слоновой кости, нежный холодноватый, просто вот прям на чуть-чуть, как вы из него выжмете? Если вы в слоновую кость добавляете холодную краску любую, уже будет грязь. Так что неизвестно, что будет ядом. Чистая белая краска, вот в любом виде, я согласен, это яд. Но с добавками она может быть, как Парацельс говорил, что доза, пропорция делает яд ядом или лекарством. Ну, как-то так. Так что дело в мерке. Она имеет значение, а не то, что сами белила яд. Ко мне приезжал Майкл Ричардсон из Англии на класс, и он действительно не использовал белила. Я сначала об этом не знал, но я все время подходил и говорил, почему у тебя здесь нет, ну, вот нежный, холодный, и почему я вижу, ты не можешь взять? Ну, он кивал головой, потом я опять приходил, и опять то же самое. А потом я увидел, что у него нет белил на палитре. У него вот это вот нежная слоновая кость. И он физически не может вытащить из этой слоновой кости холодный цвет. Вот у него все такое желтоватое, зеленоватое. Ну, если это нравится, конечно, куда ж деваться. Ну, тогда без холодной краски. Но далее Геогеолот пишет следующий комментарий. Теплохолодность – это такая ерунда, от которой текут мозги. Ну, конечно, если есть чему течь. Вместо этой ерунды гораздо точнее будет сказать, что цвет краснее, желтее, зеленее, синее или лиловее, чем сказать с умным видом, что цвет теплее. А что означает теплее, никто не понимает. Ну уж, конечно, прям так никто, да? Это, ну, например, рубашка холоднее, чем шкурка. Вот и все.
Вот и весь секрет. Это оранжевее или краснее, или желтее из слова теплее. Да, стрела зашла глубоко, один суфий говорил. Вообще никак не ясно. Ну так не ясно, надо просто выяснить это. Жизнь на это дается, чтобы выяснить. Может, это как раз снимется вопрос по поводу яда холодного вот этого. Белил яда. Так, и текут, перестанут мозги течь, извините. Работать и без того сложно, чтобы еще и забивать себе мозг всякой неопределенной условностью. Ну, конечно, если она неопределенная, то да. А если она определенная, то ты не забиваешь, а ею пользуешься. Великое открытие сделали импрессионисты, как раз используя, экспериментируя с теплохолодностью. Только благодаря тому, что мышление повернуто на то, чтобы в каждом мазке сравнивать его по степени теплее, холоднее, появилась живопись. Я этим приемом пользуюсь в каждой своей работе. Я просто наслаждаюсь и понимаю, как они наслаждались, когда писали, когда весь мир увидел цвет благодаря им, нам, всем. Более того, для меня только просто живопись блекнет, что ли, если художник не обращает внимания на тепло и холод. Она становится такой сухореалистичной, такой правдой, такой простой, сермяжной правдой. Но по мне живопись нечто большее, чем просто правдиво сочинить пейзаж, который вы видите, и положить на холст. Это еще не будет произведением искусства. Произведение искусства – это что-то другое. Что мы с вами вместе выясняем уже 4-й год, наверное. Тот, кто почувствовал значение тепла и холода в своих работах, напишите хоть пару слов, в поддержку, чтобы Гиголот обратил внимание на эти комментарии и попробовал сам хотя бы что-то сделать исходя из этого понимания, из этого видения, теплохолодности. Чтоб тебе не говорили, вино вкусное, невкусное, пока сам не попробуешь, это все их вкусы. А нужно свой родить. Тогда будет все ясно, и не возникнут такие вопросы. И мозги перестанут течь. Мазафак, на мой взгляд, хороший этюд, впечатляет. Вот только вызывает дискомфорт насыщенность голубого цвета гор и блеклость, тусклость, серость цвета на переднем плане. У меня, наверное, был посредственный преподаватель, так как говорил, что не бывает насыщенного цвета яркого вдали относительно первого плановых пятен. Но профессору я верил и обращал внимание всегда не только на тон, но и на температуру и насыщенность цветов. С вашей точки зрения, надо придерживаться правил разницы в температуре, насыщенности на разных планах, дальних, ближних, или может выручить только один тон. Это дело вкуса и ваших устремлений. Мои устремления в какой-то момент поменялись, когда я увидел красивые живописные работы, того же Коровина, например, или каких-то еще художников, которые сочиняли, которые пошли дальше правил академических. И их работы меня так впечатлили, что я начал экспериментировать. И призываю вас, это опять про то же самое. Если вы видите, что вас переполняет, вдохновляет какая-то работа, которая выбивается из общего ряда, которая не очень правильная, но настолько сильна, настолько мощная из-за тональных связей, из-за неожиданных цветов, хочется попробовать так же, не впрямую, но использовать вот эти гармоничные пятна в картине, найти их, поискать, сочинить. Тон в этом главная опора, на мой взгляд. А цвет пусть будет приблизительный или даже такой усиленный, где-то гипертрофированный, сочиненный, сложный, неожиданный, находясь в удивлении
что предлагает мне природа, я иду дальше и, ну, как один, помните, импрессионист сказал, что я пишу мир не таким, каким его вижу, а каким хочу его видеть. Так я вот каким хочу его видеть и сочиняю, пытаюсь найти гармоничное сочетание пятен, составляющих, ну, вот этот мотив какой-то, да. Это просто путь. Путь в декоративности, если хотите, в какое-то новое решение, на самом деле, импрессионистические, но на основе впечатлений, ощущений. Вы ощущаете, что это хорошо. Ну, такое неожиданное сочетание. И пробуйте его вот на себе, рубашку эту примеряете. Тогда получается, что один и тот же мотив может быть исполнен вами в тысячах и тысячах разных исполнениях. Нет одного какого-то вот самого лучшего варианта и все. Не, в этом-то и кайф. Вы приобретаете свободу.